Миссис Андервуд явилась с докладом к мужу. Мистер Андервуд сидел у себя в кабинете и работал. «Наконец-то он заснул», — сказала она. «Похоже, он в шоковом состоянии. Хотя, чему тут удивляться? Его же бросили родители. По-моему, это бесчеловечно — отрывать такого маленького ребенка от семьи. Но Марта, так заведено, нужно же откуда-то брать учеников». Волшебник демонстративно уткнулся в книгу. Жена на намек не отреагировала. «Лучше бы ему позволили остаться с родителями», — прямо сказала она, «или хотя бы разрешили время от времени видеться с ними». Мистер Андервуд устало закрыл книгу и положил ее на стол. «Ты сама прекрасно знаешь, что это невозможно. Его имя, полученное при рождении, должно быть забыто, иначе в будущем любой враг сможет навредить ему, узнав истинное имя. А как оно может быть забыто, если он будет продолжать поддерживать связь с семьей? Кроме того, его родителей никто не заставлял расставаться со своим щенком. Посмотри правде в глаза, Марта. Они сами хотели от него избавиться. Иначе они просто не откликнулись бы на объявление. Все честно и откровенно. Они получили изрядную сумму денег. Он, возможно, сделать прекрасную карьеру и послужить своей стране. А государство нового ученика. Все очень просто. Все остались в выигрыше. Никто ничего не потерял. И все-таки меня это не волнует, Марта. Мистер Андервуд потянулся за книгой. Если бы волшебникам позволили иметь своих детей, этой жестокости можно было бы избежать. А этот путь ведет к созданию династии, союзам, семейства, а заканчивается все кровной враждой. Марта, загляни в свои книги по истории, почитай, что творилось в Италии, а о мальчишке не беспокойся, он мал. Скоро обо всем позабудет. Лучше приготовь мне что-нибудь на ужин. Дом волшебника Андервуда относился к тому типу зданий, которые являют улицы скромной, но величественный лик, а за фасадом у них скрывается настоящий лабиринт из коридоров и лестниц. В доме было 5 основных этажей. Подвал со стеллажами для винных бутылок, ящиками с грибами и коробками сухофруктов. Первый этаж, на котором располагалась гостиная, столовая, кухня и оранжерея. Второй и третий этажи, занятые в основном ванными, спальными и кабинетами. И на самом верху мансарда. Там и спал Натаниэль под белеными стропилами богатой крыши. Каждое утро на рассвете его будил гомон голубей. В потолке было небольшое окно. Если взобраться на стул, через это окно можно было полюбоваться на Лондон, укутанный серой дымкой дождя. Дом стоял на холме, и оттуда открывался хороший обзор. В погожие дни Натаниэль мог разглядеть даже радиомачту Хрустального дворца, находящуюся на другом конце города. В комнате у Натаниэля стоял дешевый платяной шкаф из клееной фанеры, небольшой комод, стул и книжная полка. Каждую неделю миссис Андервуд ставила в вазу на столе свежие цветы из сада. С самого первого злосчастного дня жена волшебника взяла Натаниэля под свое крылышко. Она хорошо относилась к мальчику, была добра к нему. Дома, без посторонних, она часто обращалась к нему по имени, невзирая на неприкрытое у него удовольствие мужа. «Нам вообще не полагается знать имя этого отродья», — говорил ей мистер Андервуд. «Это запрещено. Со временем, когда ему исполнится 12, он получит новое имя, и уже под этим новым именем его и будут знать как волшебника и как члена общества до конца жизни. А сейчас это глубоко неверно». «Да кто узнает», — возражала Марта, — «и кто, а бедного мальчика это утешает?» Она была единственным человеком, звавшим его по имени. Приходящие репетиторы называли его Андервудом по фамилии наставника, а сам наставник обращался к нему просто «мальчик». Натаниэль отвечал на привязанность миссис Андервуд беззаветной преданностью, ловил каждое ее слово и беспрекословно слушался. Когда подошла к концу первой недели пребывания Натаниэля в доме Андервудов, миссис Андервуд поднялась к нему в мансарду с подарком. «Это тебе», — сказала миссис Андервуд. «Она старая и немного печальная, но мне показалось, что тебе она придется по душе.
пойти по этой благородной стезе. Не надо, милый, не плачь. Теперь ты должен быть сильным, стараться изо всех сил и хорошо учить уроки. Иди-ка сюда, к окну, встань на стульчик. А теперь глянь вон туда. Видишь маленькую башенку там вдалеке? Вон ту. Нет, милый, это административный корпус. А я говорю вон про то маленькое коричневое здание. Видишь? Это здание парламента. Там собираются самые лучшие волшебники. Оттуда они правят Британией и нашей империей. Это туда постоянно ездит мистер Андервуд. Если ты будешь хорошо учиться и слушаться наставника, когда-нибудь ты тоже туда поедешь, и я буду тобой гордиться. Хорошо, миссис Андервуд. И Натаниэль смотрел на башню до тех пор, пока у него не заболели глаза. Но он накрепко запомнил, где она находится. Поехать в парламент. Да, когда-нибудь так и случится. Он будет очень стараться, и миссис Андервуд сможет им гордиться. Постепенно тоска Натаниэля по дому начала затухать. Немалую роль в этом сыграла и теплота миссис Андервуд. Воспоминания о родителях потускнели, и душевная боль понемногу унялась. А потом он и вовсе забыл о том, что у него когда-то были мама и папа. Этому способствовала и размеренная рутина работы и учебы. Она занимала почти все время Натаниэля, и ему просто некогда было тосковать. Каждый будний день начинался с того, что миссис Андервуд будила его стуком в дверь. Чай снаружи на ступеньке, для питья, не для мытья. Это ритуальное замечание обязано было своим возникновением данному происшествию. Когда утром Натаниэль, еще не до конца проснувшийся, шел в ванну и угодил носком ноги точнёхонько по кружке. Волна горячего чая выплеснулась на стену лестничной площадки. Пятно было заметно даже несколько лет спустя, словно въевшаяся кровь. К счастью, наставник Натаниэля так и не узнал об этом происшествии. Он никогда не поднимался в мансарду. Умывшись в ванной на третьем этаже, Натаниэль надевал рубашку, серые брюки, серые гольфы, неудобные черные туфли. И, если стояла зима и в доме было холодно, толстый свитер, который купила для него миссис Андервуд. Он тщательно причесывался перед высоким зеркалом в ванной и наскоро оглядывал свое отражение худощавого бледного мальчика. Потом он, прихватив свои тетрадки, спускался по черной лестнице на кухню. Пока миссис Андервуд готовила для него кукурузные хлопья и тосты, Натаниэль пытался доделать оставшиеся со вчерашнего вечера домашние задания. Миссис Андервуд по мере сил частенько помогала ему. Азербайджан, по-моему, его столица Баку. Баку? Да, глянь у себя в атласе. А для чего это тебе? Мистер Барцел сказал, на этой неделе мы походим в Средний Восток. Я должен выучить страны и остальную чепуху. Зря ты так. Кстати, тост тоже готовы. Для тебя и вправду важно выучить всю эту чепуху, иначе ты не сможешь перейти к более интересным вещам. Но это же так скучно. Это тебе так кажется. Я побывала в Азербайджане. Баку, конечно, да, еще дыра, но это важный центр изучения афритов. А кто они такие? Огненные демоны, вторая по могуществу разновидность духов. В горах Азербайджана
защищать нас, не забывай, что наша страна находится в состоянии войны. Прага до сих пор удерживает равнины восточнее Богемии, а мы стараемся не допустить ее армии в Италию. Мы живем в опасное время. Агитаторы и шпионы чувствуют себя в Лондоне как дома. Чтобы сохранить целостность империи, нам нужно сильное правительство, а сила означает магию. Только представь себе страну без волшебников. Это же немыслимо. Жалкие простолюдины у власти. Мы скатимся в хаос, а за этим неминуемо последует вражеское вторжение. И лишь наши руководители спасают нас от анархии. Вот к чему ты должен стремиться, мальчик. К тому, чтобы войти в правительство и править с честью. Запомни это. Да, сэр. Честь – самое важное достоинство волшебника, продолжал мистер Барцел. Он владеет огромной силой и должен использовать ее осторожно и благоразумно. В прошлом случалось, что бесчестные волшебники пытались устроить государственный переворот, но у них ни разу ничего не вышло. А почему? Да потому что против них сражались истинные волшебники, на чьей стороне были доблесть и справедливость. Мистер Барцел, а вы волшебник? Учитель пригладил волосы и вздохнул. Нет, Андервуд, меня не избрали, но все же я служу стране по мере своих сил. Ну а теперь, значит, вы простолюдин. Мистер Барцел с размаху хлопнул ладонью по столу. Андервуд, здесь вопросы задаю я. Доставай свой транспортир, займемся геометрией. Вскоре после того, как Натаниэлю исполнилось 8 лет, его учебная программа расширилась. Он начал изучать химию и физику, а еще историю религии и несколько важнейших языков, включая латынь, арамейский и иврит. Этим и было занято его время с 9 утра до часу дня. В час он спускался на кухню, чтобы перекусить. Миссис Андервуд оставляла для него несколько сэндвичей и заворачивала в оберточную бумагу, чтобы они не ссорились.
свирель, лира или пение. За что бы ни брался Натаниэль, его робкие попытки встречались воплями возмущения и отчаяния. А вот уроки рисования были совсем иными. Они проходили тихо и мирно. Учительница рисования, мисс Лютьенс, стройная как тростинка, мягкая и доброжелательная, была единственной из всех преподавателей, с которой Натаниэль мог говорить откровенно. Как и миссис Андервуд, она не пожелала мириться с его безымянностью. Учительница попросила сказать, как его зовут, по секрету, конечно. И Натаниэль без малейших колебаний назвал свое имя. «А почему?» — спросил он миссис Лютьенс, как-то весной, когда они сидели в кабинете, а в распахнутое окно задувал легкий ветерок. «Почему я должен копировать этот узор? Это трудно и скучно. Я бы лучше нарисовал сад, или эту комнату, или вас, мисс Лютьенс». Учительница рассмеялась. Наброски с натуры хороши для художников, Натаниэль, и для богатых дам, которым больше нечем заняться. Ты не богатая дама, да и художником вряд ли станешь. И карандаш тебе нужен вовсе не для тех целей. Ты ремесленник, рисовальщик, чертежник. Ты должен уметь воспроизвести любой узор, какой только тебе потребуется. Быстро, уверенно и, самое главное, предельно точно. Натаниэль уныло посмотрел на лист бумаги, лежащий между ними. На листе был изображен сложный орнамент, переплетение листьев и цветов и выписанные между ними абстрактные фигуры. Натаниэль перерисовывал этот узор в свой альбом. Он трудился над ним вот уже 2 часа без перерыва, но позади была едва ли половина работы. «Ну, просто это кажется таким бессмысленным», — тихо сказал он. «Нет, это вовсе не бессмысленно», — возразила мисс Лютьенс. «Дай-ка я взгляну, что у тебя получается». «Плохо, Натаниэль, очень даже неплохо. Только вот взгляни, тебе не кажется, что этот купол чуть больше, чем в оригинале? Вот здесь, видишь? И ты оставил дыру вот в этой вот веточке, а это уже серьезная ошибка. Но ведь маленькая, а остальное все в порядке, разве нет? Не в этом дело. Если ты будешь копировать пентакль и оставишь в нем прореху, что получится? Ты можешь поплатиться жизнью. Ты же не хочешь умереть из-за такой мелочи, ведь правда, Даниэль?» «Не хочу». «Вот и прекрасно. Значит, ты не должен делать ошибок, или они тебя погубят». Мисс Лютьенс откинулась на спинку стула. «Ну а теперь начни сначала». «Мисс Лютьенс, мистер Андервуд не стал бы делать поблажек». Учительница ненадолго умолкла, задумавшись. «Но, судя по твоему крику души, бесполезно ожидать, что прямо сейчас ты преуспеешь больше. Потому мы на сегодня закончим. Отправляйся-ка ты в сад. Тебе не помешает погулять на свежем воздухе». Для Натаниэля сад был приютом и местом уединения. Здесь никогда не проводилось никаких уроков. С этим местом не было связано никаких неприятных воспоминаний. Сад был вытянутым и редким. Его окружала высокая стена из красного кирпича. Летом по ней вился цветущий плющ, а над лужайкой простирали ветви 6 яблонь. В самом сердце сада разрослись 2 рододендроновых куста. За ними был укромный уголок. Его почти не было видно из окон дома. Здесь росла высокая сочная трава. Каштан, возвышающийся за стеной сада, отбрасывал тень на каменную скамью. Рядом с позеленевшей от лишайников скамейкой стояло мраморное изваяние человека, сжимающего в руке разветвленную молнию. Человек был одет в викторианский сюртук, а на щеках его топорщились короткие баги, словно